Как собрать самый доступный RGB осветитель из комплектующих, которые можно найти в магазинах электротоваров и освещения или на строительных рынках. Нам понадобится RGB прожектор, двухжильный кабель для вашего же удобства длиной не менее 5 метров, термоусадочная трубка для кабеля, термоусадочная трубка диаметром поменьше для каждой из жил, проходной выключатель, вилка и самый простой китайский штатив за $5. От светильника идут 3 провода – синий, коричневый и желтый с зеленой полосой. Нам надо запитать электричеством синий и коричневый провода. Желтый – это провод заземления, он вам нужен только если электрическая сеть предполагает заземление. Итак, зачищаем кабель от изоляции, отмеряем термоусадочную трубку по длине зачищенного места, продеваем кабель в трубку, соединяем по одному провода кабеля и светильника, закрываем термоусадкой место соединения, обдуваем потоком горячего воздуха, желательно из строительного фена, можно использовать газовую горелку. Затем отмеряем около 60 см от светильника, раскрываем корпус проходного выключателя, зачищаем кабель до изоляции провода по длине выключателя, устанавливаем выключатель, затем монтируем вилку на конец провода. Включаем светильник и пыщ-пыщ. К светильнику должен прилагаться пульт дистанционного управления. Не забудьте убрать пленку с батарейки пульта. Направлять пульт нужно на лицевую часть светильника, там располагается приемник инфракрасного луча с пульта. А теперь установите светильник на штатив. Для этого вам понадобится гайка, соответствующая резьбе на штоке штатива. Да, это источник прямого света, а не рассеянного, но вполне подойдет для подсветки заднего фона. И обойдется он вам примерно $27 в пересчете на местную валюту.